Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Испирационе. Еженедельный Таро-прогноз «Куда заведет судьба?» Вот давайте узнаем, куда же нас с вами заведет судьба. И прямо сейчас прогноз на неделю с 15 по 21 сентября. Я напоминаю, что это общий недельный прогноз, но давайте с вами узнаем, что нам предстоит на неделе, что нужно учитывать, что важно знать и каков риск, в чем этот будет риск. И первая наша позиция – это как начало. С чего мы начинаем неделю? То есть это то, к чему мы пришли, или то, что мы уже имеем, или те вопросы, которые создались. Одновременно первая позиция может служить сигнификацией, с кем готовы говорить карты, какую историю они нам готовы раскрыть. И вы можете определиться, насколько этот расклад совпадает с вашими событиями в жизни. А я бы сказала, ну вот, переложите на метафору карты. У нас сегодня Таро ангелов-хранителей. Вот что нам скажут ангелы-хранители, как советы от ангелов, советы высших сил. Очень добрая колода. Итак, с кем готовы говорить карты, кто вы, какую историю они нам раскрывают. Смотрите, двойка земли, баланс, приходится лавировать, да? Но очень хочется чего-то достичь, вот эта бабочка. У кого-то тут может быть более глобальная ситуация, когда вы напрямую, смотря вы чем занимаетесь, может быть, работа у вас связана, допустим, с какими-то цифровыми технологиями, с контактами с людьми из-за рубежа, то есть в целом вы охватываете большее пространство, мир. Может быть, блог кто-то ведет или личное дело. Или пусть личный бизнес, значит, может быть, интернет-магазин, да, ну или кто-то пишет и хочет стать популярным, то перекладывайте на себя. А у кого-то именно цифровизация, может быть, это выражается через денежную систему. Мы к этому идем. Почему так говорю? Эффект бабочки, как в физике. Эффект бабочки, когда где-то на другом конце континента от взмаха крыльев бабочки создается волна, невидимая и еле заметная, но так или иначе, даже такой маленький нюанс влияет на нас, пусть мы находимся в другом месте или совершенно как бы к этому не причастны, даже к каким-то внешним событиям. Но нас вот как крылом все равно этой волной задевает. Нам приходится что-то учитывать извне, поэтому где-то и баланс. Как будто девочка идет, мы можем себя чувствовать, кстати, словно ребенок. Нет опыта. Возможно, вы сейчас либо держите этот баланс, или вы изучаете что-то новое. И, конечно, мы себя будем чувствовать не очень уверенно, но понимать, что, ну вот, пока балансирую, значит, держусь. Держитесь, мои дорогие. Давайте посмотрим. Сама по себе карта очень добрая. Где-то она подразумевает даже, знаете, и радость. Может быть, это где-то игра. Вот не относитесь сейчас слишком скрупулезно. Может быть, это как совет тоже, да? А кто-то может прочувствовать, что да, я вот именно так сейчас и живу, что я стараюсь воспринимать или вспоминать вот ту фразу, как сказал классик: «Вся наша жизнь – игра». Тогда легче идти, потому что еще могут быть тысячи неопределенностей. Но это уже какие-то перспективы и сам по себе баланс. Что же сейчас? Вот посмотрите. Тройки – это карта будущего. И здесь нам корабль с крыльями. Вы можете ощущать, что вы как идете к исполнению желаний. И пусть пока еще вот эти желания, они не сбылись. Вы понимаете, что какую-то дистанцию нужно пройти. Причем для того, чтобы это осуществилось, ваше желание, цель, намерение, еще какая-то дистанция предстоит. И все же решают у нас люди. Поэтому я тут вижу, вы на сегодняшний момент готовы как раз договариваться, готовы к компромиссу. Понимаете, что далеко не все от моего желания, или если я буду на чем-то настаивать, то гибкости сразу будет меньше. А тут все на гибкости построено, правда? Так вот нам художник изобразил. Но это очень много информации могло быть, может быть, и за последнее время, за последние дни. И вы пытаетесь, ну, как-то соотнести с вашими планами, что как взаимодействовать. Может быть, это связано с конкретными людьми. Может быть, даже то, что вы слышите в средствах
массовой информации, время такое, вы можете даже контролировать, к чему уже все идет. Объективизм, понимаете, вот то, что есть на самом деле. И карта нас приглашает видеть горизонты пошире или расширить эти горизонты. Кому-то эта карта может, как, может быть, и вы сами чувствуете, это как начало, ведь мы смотрим, правда? Кто-то приступил к изучению языков, осваивает новые ресурсы, навыки, приобретает новую профессию, потому что вы смотрите в будущее. Самое главное, кто смотрит сегодняшний расклад, кому подходит. Вы смотрите в будущее. И даже если по тройке жезлов нет пока такой, знаете, ускоренной динамики. Нет, мы тут проверяем, все ли мы с собой взяли. Мы уже готовы в это будущее как будто запрыгнуть, отправиться вот на этом корабле. Мы его ждем. Скоро заплывет в нашу гавань. Но мы проверяем мысленно, все ли мы взяли с собой, все ли у нас готово. Правда, вы предвкушаете даже победу. Вот вы, мои дорогие, даже если кажется, что камни с неба прямо сейчас, но даже среди этих камней, среди этого щебня, баланс вам буквально от начала до конца помогает. Тут ведь мы всего лишь люди. И есть те события, будем реалистами, всегда об этом говорю, которые были инициированы прежде и от нас, увы, не зависит. И то, что было когда-то спрогнозировано, да, или сильными мира сего, уже решено. Здесь шаг за шагом это будет развиваться. Мы опять же не влияем. Баланс необходим. И 2025 год, вот последние месяцы, это, знаете, как квинтэссенция. Наша задача – адаптироваться, чтобы организовать свою жизнь по-новому. Вот меня смотрят люди, которые уже понимают, даже если прежде вы были где-то непримиримыми, но вот, наверное, жизнь заставляет держать этот самый баланс. Карта победителя. Вы как на пороге победы или исполнения желания. Может быть, вы много работали, кстати, вполне вероятно. Может быть, вы многие какие-то направления даже попробовали, карта спонтанности. И это, да, победа, это уже какие-то достижения. У кого-то из вас конкретно, может быть, кто-то получил важную бумагу или откликнулся тот человек, от которого у вас некоторые события в жизни зависят, или откликнулась организация. Ну, победа в чем-то есть. Может быть, это касается работы, продвижения вашего проекта. И тогда нам карта сразу говорит, здесь мы берем ориентир на более далекую дистанцию, нам придется сохранять эту победу. Сам по себе как бы прописан даже вот именно успех, но и самоконтроль, мои дорогие. То есть карта больше призывает ну, не совершить, ну, по максимуму, по крайней мере, каких-то ошибок. Не рисковать, по крайней мере. Вот не рисковать то, что ты уже достиг, тем, что ты уже имеешь. Что же прямо сейчас? И усталость. Ну, это понятно, много работы. Я уже сказала, что тут может быть у кого-то и работа, и учеба, и какая-то многозадачность. Шаг за шагом своим победам. Пусть, знаете, это ведь такая победа, которая не что-то есть глобальное, хотя у кого-то и на более глобальном уровне. Но, знаете, научиться себя самоконтролю, если, да, самоодобрение, мы можем сказать. Если у вас что-то в мелочах, мои дорогие, получилось, будьте добрее к самим себе. Научитесь себя за это хвалить. Знаете, подбодрить себя, сказать, да ты такой молодец, или ты такая умница, ты какой-то бардак в своей жизни пережила, или ты выдержал какой-то жуткий прессинг на работе, или, может быть, в отношениях. Ты все равно победитель, просто хотя бы потому, что ты сумел себя сохранить. Это искусство, научиться себя сохранять. Но вот теперь вы, видимо, словно на пороге чувствуете, можете себя перемен. Есть победа, но есть и дикая усталость. И из-за этой дикой усталости вы никак не можете приступить к какому-то еще, может быть, проекту. Вы бы хотели многое тут что изменить. Либо, ну, как-то не стыкуется, либо буквально не хватает сил. Либо чувствуете, пока не время. Вот это тоже иногда бывает, да? Но к нам говорят, что дисбаланс, если тут у нас идет, конкретно прописал, вот, кстати, автор, эквилибрио, баланс, а тут сквилибрио, то есть это дисбаланс как раз, когда мы уже, ну, все,
как-то действовали определенным образом, и теперь мы уже не просто выдохлись, а упали без сил. И вот стоит это задуматься, мои дорогие, когда эта карта выпадает именно в этой колоде. Тут прописан еще и стресс, и усталость. Так вот, достигла предела, это усталость. Уставшие люди делают ошибки. И здесь у нас начинают присоединяться. У кого-то усталость по работе, у кого-то, знаете, когда вроде и есть вот эта победа, да, а этим уже не хочется заниматься. Вот, кстати, значит, вам тут что-то нужно переделать, передумать, словно переиграть. Стресс иногда или вот это какое-то нечеловеческое напряжение, иногда по работе даже провоцирует эмоциональное выгорание. Это когда мы, ну, условно, в робота превратились. Вот значит, вы где-то удерживали, с одной стороны, это ты молодец, надо себе сказать, но с другой-то стороны, надо сказать, что, а нет, наверное, я достиг какой-то черты. Вот теперь точно педалировать что-то не стоит. Здесь нужно уже или настало время увидеть что-то более важное. Нам как будто кажется, что вот сначала я сделаю то, что для меня важно, то есть неправильная расстановка приоритетов, по сути дела. Сначала как будто посуду перемою, вот эти жезлы, а вот потом очередь дойдет до вот этого мелкого предмета, который подсвечен волшебным светом. Это как наша цель, мечта ждет своего осуществления. Нам нужно, ну, где-то релакс, покой необходим совершенно. Уставшие люди делают ошибки, но мы о чем-то важном начинаем забывать. А может быть, у кого-то из вас, мои дорогие, я допускаю, был конфликт. Или какая-то была ситуация по работе, в личной жизни, в отношениях, когда вы поняли, сколько я не помогаю кому-то, а обратка, она всегда одинаковая. Может быть, всегда мало и всегда плохо. Вот есть же такое, правда? Поэтому есть тема, над которой вы должны еще задуматься. Давайте мы уточняющую карту достанем. Вы знаете, у кого-то, тем не менее, и такой период жизни, что устал, ну, буквально тут и стресс, и эмоциональное выгорание, но и вроде как нужно продолжить. Вот эти еще плоды, они, ну, не упали к нашим ногам. Семерка земли именно когда мы ждем результата в этой колоде, когда мы ждем плодов труда своего. И все же карта больше сводится к тому, что терпение. Терпение, настойчивость. Значит, тем не менее, посмотрите, победа. Это та победа, которую нам нужно сохранять. И это сохранять надо не любой ценой, потому что нужно выкроить время для самого себя. Вам себя надо как будто перестроить. Может быть, поэтому вы смотрите наш расклад. Ну вот такая сигнификация или такое начало. Давайте пойдем с вами дальше. Общий фон энергии, мои дорогие. Общий фон энергии на неделю. Что она нам принесет? И я прошу извинения, если посторонние шумы видео, это внешние шумы на улице, я на это не влияю. Надеюсь на понимание. Итак, что же нам неделя с 15 по 21 сентября? А я должна сказать, что это период наступления ясности. Вообще весь сентябрь 21 числа. Это мы как раз в эту неделю находимся в коридоре затмений. И 21 у нас солнечное затмение в Деве. Это вообще солнце в Деве, это критическое мышление. Период ясности наступает в целом в сентябре. И как квинтэссенция, солнечное затмение проливает свет на какую-то тему, проблему. По крайней мере, за сентябрь мы можем точно, более конкретно определиться, что мы будем продолжать, а что точно нет. Итак, вот опять нам про баланс. Смотрите, как интересно. Опять эквилибриум написано, и здесь вот буквально, кому видно, баланс приходится держать, да, и вот энергии эти продолжаются. Правда, вот то, что я сказала в самом конце карт. Как будто других вариантов нет. Карта компромисса. Приходится договариваться. Может быть, это та реальность, я говорила, да, те процессы, которые были уже инициированы, запущены. Мы тогда не видели их, возможно. Мы воспринимали информацию, обстоятельства, ну, в силу своих возможностей и понимания. Но это, возможно, было однобоко. Так вот, то, что было начато, пусть не нами, оно теперь, как, знаете, нам скажут, заявят, нас проинформируют вот это где-то с этой позиции. И нам нужно, ну да,
Может быть и приспособиться, может быть и подстроиться, может быть и адаптироваться. Но как будто в этом абсолютно точно есть необходимость и самоконтроль. Но как будто приготовься, тебе придется менять собственные настройки. Ладно, общий фон энергии, что нам принесет неделя. Но, правда, тут добрые дела наспех не делаются. И организовать свою жизнь, как будто нам предстоит по-новому. При этом уделить внимание деталям, каким-то деталям. И это у нас всегда это рыцарь земли. Это самый медленный рыцарь. Но это всегда те события, которые закладываются на долгий период времени. Мы как будто только на этапе формирования новых сил, новых энергий. Может быть, и мы определяемся, да, вверху карта будущего. И поэтому тут нужно, ну, знаете, самое главное, не совсем ориентироваться на прошлые методы. Все-таки рыцарь идет вперед. Да, он идет медленно для того, чтобы все подмечать, успевать анализировать. И карта говорит о марафонском забеге лет на 20, наверное, где-то так. Вот первые самые энергии, наши собственные в том числе, наши настройки, которые мы для себя определяем, вот таков фон энергии. Что же нам еще принесет энергия? Ну, продолжение. Вот смотрите. Император и вверху победа. Явно какой-то император и держит. Тоже может быть победа. Но и наша победа может быть с этим императором. Мы, опять же, сумеем договориться. Может быть, нам придется себя контролировать, безусловно. Самоконтроль необходим. Нам уже и в первом ряду об этом сказали. Но и те, кто смотрит мои видео, я думаю, в глубине души вы уже понимаете, ну, где-то неизбежность или да, мне нужно быть в этих энергиях. Иначе мне тут надо по максимуму для себя какой-то плюс. Начни-ка ты доказывать, ну и пойдет все шиворот на выворот. То есть внутренне вы где-то к этому готовы. И настройки вот эти менять, может быть, и придется. Где-то карта император ведь об этом. Я часто говорю. Императоры ассоциируются, знаете, как в поговорке. Есть два мнения, мое и неправильное. Но есть мудрые императоры, которые понимают, вот я поставил перед собой цель, вот как этот корабль с крыльями, и я к ней иду. Но есть две составляющие, на которые я не влияю. Первое– это людское мнение. Раз. И второе– это и еще и обстоятельства, внешние события, которые я тоже не могу изменить. Поэтому я готов корректировать мелкие планы, чтобы верховенственная какая-то цель, она была достигнута. И конкретно организация, мои дорогие. Да, здесь идет, безусловно, лидерство и структуры. Структуры системы, и мы ожидаем, что финансовые системы будут видоизменяться. Что-то новое мы тут услышим у кого-то конкретно, мои дорогие. Фон энергии таков, что придется разговаривать, может быть, с вашими руководителями. Или приходить к выводу о том, что да, мир, жизнь меняется, и мне приходится быть гибче, потому что передо мной ведь тоже открываются какие-то возможности, но это совершенно не то, чем я прежде занимался или занималась. Мне придется и действовать как-то по-новому. Может быть, и будут такие люди, которые наделены властью, все-таки мы говорим, да? Или вы будете проводить важные согласования, может быть, это представители власти или законной власти, может быть, и чиновники, могут быть и юристы, могут быть какие-то согласования по банкам. Все-таки структура, любая структура. И фон энергии на эту неделю, да, он более чем конкретен. И наша задача это вот держать баланс. Два старших аркана. И когда старшие аркана, это какие-то события извне. Обратите внимание, в этой колоде не на каждой карте изображен ангел. И если мы первые ряды, первый ряд, но только вот это будущее с крыльями, прообраз Меркурия, да, и остальные без крыльев. Ну вот, может быть, еще и в семерке Земли нам говорят, держись, какая-то победа есть, но твоя задача вот сейчас все сохранять, потому что шаг за шагом ты будешь что-то отстраивать, как в новом ключе. А дальше нам фон энергии, две карты старших арканов, вы зависите от внешних событий. Поэтому и приходится, может быть, уделять внимание деталям, ну и держать баланс тоже. Что же нам еще принесет неделя? И вот смотрите, с 15 по 21 будьте готовы
Ну, не просто менять собственные настройки, а даже, может быть, нам придется мировоззрение изменить. По воздуха и пажи, с одной стороны, это когда мы учимся чему-то и готовы учиться. Также это прообраз новостей, информации, контактов, причем самых разных. У кого-то в виде бумаг, у кого-то много, в принципе, общения, или пусть даже немного, но есть какая-то кульминация или какое-то важное сообщение, которое вы узнаете, услышите, пусть совершенно случайно. Но здесь самое главное не подзастрять в прошлом. Мы здесь можем и должны как будто что-то проанализировать, и если мы видим сообразность момента такова, что прямо сейчас как будто нужно так мне немножко направление-то и поменять или скорректировать свои планы. Вот паш мечей как раз об этом. Правда какая-то есть, понимаете? Если мы видим эту правду, то тогда, да, вы от чего-то даже можете сами словно уйти, отказаться. И обратите внимание, у нас словно ангел даже выходит навстречу, да? Вот какая-то прежняя история, она словно, знаете, уже мохом покрылась. Может быть, она нам и надоела. У кого-то это будет связано и с чувствами. Кто-то вот такие параллели будет проводить по вашей занятости, работе. Вот есть то, что уже как будто пытается, как в виде прошлого, от вас оттолкнуться. Но, знаете, тут, видимо, будет связано с тем, что уходим-то мы налегке. Есть тот вопрос, тема, то, что мы не можем продолжать. Может быть, не просто не хотим, а может быть, раньше мы и хотели, но тоже не могли. Да, но где-то здесь совпадают наши желания, когда мы теряем и интерес, как будто уже все пасьянсы мы с вами тут разложили, и все партии в шахматы мы тут сыграли. Осталось только идти вперед. Вот такие энергии. Недели с 15-21. А почему это происходит? Где-то ясность шаг за шагом наступает. Это точно. Ладно, так вот что же нам нужно услышать? Что важно знать, учесть? Давайте узнаем, что нам нужно услышать. Что принять во внимание, да? Не прошляпить, может быть, и так. Ну, правда, смотрите, эта карта, если 13-й старший аркан обычно в традиционной колоде мы называем смерть, не про смерть. Я надеюсь, все, кто смотрит мои видео, а я подаю карты с позиции позитивной психологии. Так вот, все карты говорят о том, что это именно энергия, и это именно что-то как завершается. Здесь называется даже по-другому, лошарандары. Оставь, мы вот говорим, оставь. Вот есть то, что нужно сохранять. Видимо, с этим вам придется определиться. Может быть, всем нам, кто в подобных энергиях находится, да? И я искренне надеюсь, что кому-то, как подсказочки, этот прогноз будет полезен. Так вот, пришло время что-то и сохранять, но нам нужно определить. Вот мы не случайно с вами, смотрите, говорили о вот этом маленьком предмете, как мечта, цель. Но есть все-таки и усталость, мои дорогие, может быть, это отказ от усталости. Может быть, кто-то график работы своей, занятости, режим труда и отдыха кардинально будет пересматривать. Я должна сказать, что планетарно этот период просто шикарный, знаете, задуматься о здоровом образе жизни. Мы часто говорим, да, здоровый образ жизни, а что это такое? Если сказать, пойду завтра на пробежку, а не любите вы бег, у вас холодеет внутри от этих слов. Ну и не пойдите вы на эту пробежку, займитесь вот тем, что вам нравится. У кого-то может быть, ну, простой стретчинг, у кого-то просто ходьба, у кого-то танцы, мои дорогие, любимую музыку включить. То есть, вот понимаете, маленькие шаги, искусство мелких шагов нам здесь буквально помогает. Ну, вот даже в таком банальном варианте. И есть еще такой момент, когда мы можем отказаться от вредных привычек. Нам в этот период сентября это сделать будет легко. Ну, у кого-то поправиться, у кого-то похудеть. Вот, правда, просто начните с искусства первых шагов, мелких шагов. Ну, вот что-то и заканчивается. Карта снова говорит. То есть важно это понимать, что что-то мы не можем удержать. Перемены на пороге. Перемены, мы в них находимся. Сейчас эпицентр как этих перемен. И они продолжатся, но продолжится уже какая-то новая концепция. А для нас, когда мы словно что-то отпускаем, и не случайно художник на руке ангела
изобразил птицу Феникс. Может быть, мои дорогие, любимые подписчики и гости канала, это вы и чувствуете. Вот нам непростой период, ведь правда показан. Победа вроде есть, а тут из последних сил приходится держаться. И нам говорят, ну, ты все-таки должен, с одной стороны, себя не поставить на какую-то паузу и не обесточить, но все-таки есть еще что-то в твоей жизни, что ты должен продолжать. Для этого нужны силы. И все же твоя задача, как птица Феникс, возродиться из пепла. Ну, вот как-то так. И это конкретно свобода для вас, мои дорогие. Правильно распределить силы. У вас уже много старших арканов. У нас у всех, да? Ну, давайте узнаем еще, что важно знать, что важно услышать. Поэтому, если прошлое, знаете, как люди или какие-то события, вам что-то дорого, любимо, может быть, что-то не хочется терять, отказываться. Но если видите, что мы как стучим в закрытую дверь, а может быть и двери-то и нет, там уже замурованная стена, а нам еще все кажется, а вдруг откроют, то вряд ли. Здесь пространство нас подводит именно к какому-то финалу чего-то. Вот так. Ну, понятно, мы все разные, это старший аркан. Но ты как будто не бойся. Возрождение, по сути дела, мои дорогие. Но перемены, нам себя перестроить не всегда просто. Что важно услышать? Вот это да. Не ожидала я в самом начале выпавших таких карт. Трансформация, мои дорогие. И опять освобождение. Либерта, либерационе. То есть как свобода и освобождение. Ангел выводит человека за руку из башни, которая через несколько мгновений будет разрушена от удара молнии. Знаете, не будьте непримиримыми. Может быть, поэтому тут нам про баланс уже не раз сказали. Где-то, может быть, в эту неделю не настаивайте на своем. Будьте вот именно гибче, посмотрите, пронаблюдайте, в конце концов, вы уж ничего не теряете. Займите более такой нейтральный какой-то подход к делу или даже компромисс, пусть на короткий период времени, потому что вам нужно что-то пронаблюдать. Вокруг у вас тоже меняются обстоятельства. Вокруг всех нас, посмотрите, опять же, сколько старших арканов. И это то, на что мы не влияем. Поэтому и ангел выводит человека. И песочные часы нам говорят, время идет. И опять же, бабочка, эффект бабочки. И все то, что я говорила. Это если мы говорим от крыльев бабочки. На другом конце континента создается волна. Мы ее чувствуем. В средствах массовой информации мы можем что-то услышать. Или какие-то происходят трансформационные процессы на работе, или это касается местности, где вы проживаете. Меня смотрят люди абсолютно из разных стран. И, увы, из тех стран, из которых меня смотрят, я вижу это по статистике, далеко не все спокойно, к сожалению. Но вот наша жизнь, она меняется, и мир, это нам кажется, это где-то там далеко. А ведь мы все взаимосвязаны, мои дорогие. Это правда. Вот только русскоязычного населения сколько, правда? Но хотя кто-то меня смотрит и на других языках, я это знаю. Спасибо, что смотрите мои видео. Поэтому вот есть, понимаете, какая-то наша зависимость от внешних событий. Будьте аккуратны, любите, берегите себя. Трансформацию мы тоже не отменим. Перемены прописаны мы не отменим. Но, видимо, договариваться нам придется. И все-таки эта карта еще говорит, возможно, кому-то отправиться куда-то придется. Тогда ты не теряй времени. Тут ведь, понимаете, быстро приходится, может быть, и перестраиваться, принимать новую реальность. Но мы можем столкнуться с тем, что это не просто-напросто, да, это не обязательно, что вот именно касается вас. Но мы сказали, информация. Но эта информация, она вас внутренне меняет, меняет ваши настройки, ваше мировоззрение, ваше отношение к конкретному человеку, к делу, ну вот к чему-то. Тут явные перемены и как-то затрагивают вас лично. Ладно, что важно учесть. И может быть вот это завершение, как отпусти, так и вот эти трансформационные перемены, они вас ставят на паузу. Или вам создают путаницу. Семерка кубков – это всегда, хотя тут карта нам говорит, да, ты определиться должен.
Может быть, какой-то период из этой недели, когда и нужно пронаблюдать, а потом, скорее всего, нужно делать и выводы и выборы. Потому что карта выбора. И не прокрастинируй, не анализируй слишком долго. Здесь конкретно выбор прописан, мои дорогие. Нам нужно эту витрину открыть. Она такая мутноватая. Пора открыть, помыть, да, может быть, выбрать что-то, может, переставить, ну, что-то реорганизовать, одним словом. А мы все смотрим и думаем. Ну, может, сама помоется или кто-нибудь помоет. Вот нет, мои дорогие. Поэтому, наверное, художник нам такую витрину изобразил. Все-таки мы должны сами навести порядок в своей жизни. Вот придется делать выбор. Ну, тогда давайте мы с вами спросим, а в чем риск? Вот это да. Вот это расклад. Ёлки-палки. Ну, ничего не думала вообще ни о чем подобном, когда начинала. Правда, посмотрите, 15-й старший орган. Действительно, отпускай. И если мы говорим карта эго, и ангел, кстати, хотя называется дьявол в классической колоде Таро, а здесь ангел, эго. Нас ничто не держит, кроме наших привычек, мои дорогие. У кого-то к здоровому образу жизни или к первым шагам в сторону этого образа жизни тоже может идти речь. Но мы во власти предубеждений, вот самое главное. Понимаете, самое сложное нам отойти от каких-то догм, шаблонов, то, как мы представляли жизнь. Мы словно вот в этой клетке. Ангел открывает эту клетку. Птичка сидит, не хочет вылетать. Что-то мне тут так хорошо. Чего это я полечу? А лететь пора. Пора вот уже, понимаете, потому что, может быть, и клетка золотая, но это уже какие-то ограничения. Для нас она превращается вот в эту башню. И мы с вами знаем, что прообраз тюрьма. Мы можем долго делать выбор. Тут, скорее всего, придется делать какие-то важные выводы на неделе. Или важный выбор, мои дорогие, будьте к этому готовы. Но ведь это карта иллюзий, то есть не поддаться иллюзиям или своим представлениям прежним о каком-то деле, может быть, как мировоззрение, да. Вот вы какие-то горизонты видите, точнее так, знаете, есть и такие слова. Мы все живем под одним небом, но видим разные горизонты. Поэтому вот примите во внимание, что у каждого свои предпочтения. И влияют на это, как и ваш характер, сложившиеся уже обстоятельства, судьба, то место, где вы сейчас находитесь. Поэтому перестраиваться-то нам приходится и себя перестраивать, как будто другого варианта просто нет. Здесь есть некоторые вопросы, которые, да, может быть, и нужно о себе подумать в плане благополучия. Но если мы просто что-то удерживаем, благополучие от этого не становится больше. В первую очередь нам карта об этом. Но, наверное, будешь ты, будет и твое благополучие. Сохраняем сами себя. В чем риск? Не поддаться, может быть, буквально на чьи-то уговоры. Или не поддаться на чью-то лесть, если мы говорим иллюзии. Не поддаться и на обидные слова. Быть непредвзятым, держать баланс. Может быть, даже когда мы сталкиваемся с людьми, а в этот период у каждого может быть такие, знаете, или могут быть эмоциональные всплески, или просто заинтересованность, кто-то вам будет льстить, это приятно слышать. А человек, вы же не знаете, что он задумал. Поэтому баланс держим и анализируем, зачем это нужно, к чему это идет. Вот это время баланса, по крайней мере, видимо, первые дни, может быть, этой недели, начиная с 15-го, может быть, к концу и ясность. Мы уже как бы понимаем, ясность наступает, зачем это все было нужно. Или шаг за шагом больше информации мы с вами услышим. И тоже будем с чем-то тут определяться, тоже ведь это. Но мы должны быть готовы действовать, мои дорогие. Потому что, ну, вот эта клетка явно нам становится опасной, понимаете? Это как игра, которая может стать опасной. Ну и не время азартным играм, мои дорогие. Вот это да. Любая зависимость со знаком минус. Конкретно аркан 15 вам выпадает на то, что в чем риск, понимаете? И вот смотрите, 12 еще старший. И мы с вами говорили, что, может быть, и будут те дела, когда или вопросы вам придется быстро принимать решения, да? И, может быть, даже куда-то вот от чего-то отказываться. А есть и то, что придется сохранять. И вот посмотрите, здесь нужно как будто вылетать из этой клетки
И в то же время есть еще те вопросы, это старший аркан, которые мы одним махом не решим. Но везде присутствуют, посмотрите, ангелы. Нам как высшие силы помогают. Наша задача увидеть, в чем эта помощь. Иногда эта помощь приходит руками конкретного человека, причем того, от которого мы не ожидали. Но тут и не замечтаться, потому что иногда это чья-то игра. Видимо, проанализировать, игра это или нет. Может быть, нам и придется отстраивать свою жизнь или даже менять как наше окружение, общность, менять стиль жизни, методы воздействия или взаимодействия с людьми. Но есть какая-то еще, мои дорогие, пауза, которую мы ускорить, мы смотрим на неделю, мы тоже не можем. Но, видимо, и выбор вместе с тем, он уже присутствует. Вы хотя бы должны выбрать направление. Вот я вижу так. Выбор основного, как направление. И не важно, что вы не можете составить себе, ну, вот буквально какой-то, как методику, или быть готовым, даже если вы составили этот тезис-план, придется его корректировать. То есть себя искусственно-то тоже на паузу нельзя ставить. Здесь просто быть готовым к тому, что внешние события могут напоминать как и ускорение, так и в некоторых вопросах, ну, потребуется наша настойчивость, видимо. А давайте мы узнаем, что вас удивит. Вот что нас удивит, хотя тут уже весь расклад, сплошное удивление, правда, так и хочется сказать. Ну, давайте, пусть нас удивит что-нибудь хорошее, какой-то приятный сюрприз. Так что же нас с вами удивит? Что вас удивит? У каждого же свои какие-то энергии будут, верно? Ну, с чем это связано? Что вас удивит? Ну, движение. Вы знаете, вас может удивить банально, что вы готовы к неожиданностям. Вообще ведь это рыцарь жезлов, он готов к неожиданностям. И карта говорит, ты должен быть уверен в себе. И это не есть, знаете, гордыня. Или, знаете, вот когда я настаиваю на своем, вот мы про императора говорили, я уже не повторяюсь. Но где-то эта энергия может чувствоваться. А нет, тут мы готовы как раз перестраиваться быстро. Знаете, вот если нам судьба, его Величество случай преподносит, так тому надо это на завтра не отложить. И пусть это в виде вашей какой-то идеи. А переложите на практику, возьмите и попробуйте прямо сейчас. И тогда вы будете видеть, нужно это или нет, есть в этом продвижение или нет. Пришла вам какая-то блестящая, вот даже банально, мысль. И носите с собой всегда маленькую книжечку, блокнотик, да, лучше блокнотик, хотя и листик подойдет. Записывайте свои мысли, записывайте, мои дорогие. Пусть это, знаете, как какая-то фраза, или вы услышали какую-то цитату. Она вас особенным образом вдохновляет. Поверьте, это здорово помогает. Вы можете даже обозначить дату. И вы, вот когда пролистываете как киноленту собственной жизни, собственных событий назад, мы иногда знакомимся с собой, как будто заново, мои дорогие. И мы прочувствуем как бы по-новому то, о чем думали прежде. Тут и такого рода подсказки могут быть. Но вообще это движение вперед. И вот что вас удивит, вы больше как ваша готовность. Это, знаете, одновременно и игра жизни, которая завораживает. Это внешние события, это какой-то драйв. Но будьте готовы, опять же, к этим неожиданностям. Что вас удивит? Да, опять же, драйв. Карта колесница, вот конкретно сила желаний. И опять, мои дорогие, у нас вот тут уже выпала победа. Но нам придется что-то еще передумать, переиграть, отказаться от прошлого, мои дорогие, правда, прошлых методов, прошлого отношения к конкретному человеку. Может быть, и карта говорит, как, вы знаете, опять же, старший аркан, у кого-то перемены на работе, перемены с руководством, или касается вашего жилья, у кого-то перемена места жительства, может быть и вынужденная, может быть такие моменты, когда прежде вы не могли решить какой-то вопрос. И, кстати, за это время судьба нам может вернуть какую-то тему, или даже это будет связано с человеком. Будьте внимательны, я не говорю о том, что это именно будет тот человек, которого вы хотите видеть. Нет, тут какая-то тема из прошлого, она может, правда, вернуться для того, чтобы, ну вот как, если мы прежде что-то сделали хорошо, но, знаете, как нас лишили этого, то теперь приходит возможность.
Или если мы чего-то там не очень хорошо наследили, да, какой-то ляпсус сделали. А здесь мы должны тоже как-то вывести в баланс, чтобы нам потом это не мешало в будущем. Но это то ли, что вам как бы приходит извне. Это не то, что вы сами словно за уши из прошлого притягиваете, извините за сленг. Нет, это то, что зависит от внешних событий или от каких-то людей. Но карта нам, посмотрите, ангел расправил руки к крыле. Карта говорит: не оглядывайся назад, тебе отсюда, только вперед. Перемены, мои дорогие, вот из этой трансформации вам только вперед, нам всем. Но что-то нас тут удивит, это точно движение, драйв. К будущему посмотрите, точно выбор делать надо. И это карта вдохновения. Ну вот, наверное, как мой канал «Инспирационы». А также тут прописано благополучие, изобилие, практически процветание и вера, конечно, мои дорогие, вера в собственные силы. Это как вера в путеводную звезду, звезда. Но вообще это карта исполнения желаний и где-то марафонского забега. Я, кстати, говорю часто в моих колодах, ну, в моих раскладах точнее, я озвучиваю, есть две карты выбора правильного направления. И это Солнце, месяцев 6-8 есть дистанция, есть звезда. Это лет 10-20. Так вот, как по Плутону. Так вот, это когда у вас сбудется какое-то желание, но для этого вам придется пройти какую-то траекторию. Более того, все начинается с вашего выбора. Но вам, с учетом карты победа, вот для чего, почему нам говорят, что есть какая-то, пусть маленькая победа, но ты это должен сохранять, удерживать, да. Тебе вот именно туда нужно 50% своих усилий, а остальные 50% вот на этот мелкий предмет. Это как мечта, которая все ждет и ждет, не дождется своего часа, мои дорогие. Вот здесь у вас что-то может осуществиться, иное качество жизни. Вот совершенно другие возможности пытаются войти в вашу жизнь. Ладно, куда же нас заведет судьба? Главный вопрос. Или к чему все идет? Куда нас с вами заведет судьба? Ох, заведет куда-то, судя по этим картам, которые нам выпали. Удивительный расклад. Вот такого я еще не помню. Ну, хоть я и недавно стала делать общие прогнозы на неделю, вижу, что они многим интересны. Но куда нас с вами заведет судьба? Даже и тянуть ничего не хочу, больше других карт доставать. Девятка земли. Кстати, девятка. 9 по нумерологии. Это, вот знаете, тот же самый, опять же, баланс. Это как мы на пороге перемен. Будут перемены, но это карта изобилия, процветания. Это карта успеха, уверенности в собственных силах. Это, мои дорогие, возможности. Это к чему все идет, куда заведет судьба. Даже, посмотрите, такие сложные карты выпадают. Да, ну, наверное, все, что могло, и оно выпало. Как если мы переложим на классическую колоду. Карта смерть, трансформация. 15-й старший аркан дьявол. Но здесь это у нас отпуска. И вот конкретно так и называется карта. Здесь просто трансформация. И прописано уже освобождение. И вот это эго, это вовсе не дьявол, а наши собственные привычки или шаблоны поведения, или мировоззрения. Но и какой-то застой же должен все равно кончиться. Движение к мечте, изобилие, процветание. Это вот куда нас ведет судьба. А мы же можем упираться, мои дорогие, согласитесь. Значит, и договариваться придется. И вот этот баланс, он не случайен. Так давайте еще следующую карту. Куда же нас заведет судьба на этой неделе? Карта любящего человека. Вы знаете, это карта не того человека, который делает что-то за что-то. А это карта искреннего, это карта альтруизма, кстати. Это чувствительность, это любовь. Может быть, это вопросы семьи, личной жизни, понимаете? Может быть, это вам предстоит. Вы меняете свою жизнь, если вы сейчас в одиночестве. Вы познакомитесь с таким человеком. Может быть, это к вам кто-то проявит такое сочувствие или какую-то помощь, или просто выслушает вас. Может быть, и карта говорит, будет меняться твое окружение, у тебя будет больше таких добрых людей, которые тебя воспринимают не за что-то или почему-то, а просто потому, что ты есть. Вот такой, какой ты есть.
Мы ищем и своих единомышленников, мои дорогие, по этой карте, и мы их находим. Поэтому, видите, тут, когда можно объединить возвышенное и земное, две карты, девятка Земли нам говорит о земном, а вот королева кубков – это не материализм, это все то, что выше, это все то, что важнее, это то, что бесценно, это любовь, это чувство, это взаимопонимание, это искреннее доверие, искренняя дружба. Все то, что не измеришь материализмом. Но вот, видимо, вы будете соединять вот эти разные энергии возвышенного и земного, и это на последующий период жизни также. Вот, может быть, для этого нужны такие коллизии на этой неделе. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за ваши комментарии. Даже если я не откликаюсь на каждый, надеюсь на понимание, но не всегда просто успеваю, поверьте, я их читаю, вы мое вдохновение. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.